У друзей Путина одна за другой начинаются серьезные проблемы. Украинская разведка неожиданно проводит смелую и дерзкую операцию в глубоком российском тылу, а Россия, возможно, спровоцировала крупнейшую экологическую катастрофу в Черном море. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Флот России идет ко дну. 3 потери за один день. Кремль выразил обеспокоенность. Методы друзей Путина шокируют весь мир. Что показали журналисты? Союзников все меньше. Кто теперь следующий на очереди после Сирии? Россияне массово переобуваются. Как, почему и во что? В блоке новостей о сверхдержаве и самое неожиданное в конце. Это и многое другое прямо сейчас на канале Нехта Лайв. Сразу 3 российских судна за день пошли ко дну у берегов Крыма. Плавучий кран не выдержал погодных условий и начал тонуть в Ялтинской бухте. Как сообщал Нехта, накануне в Керченском проливе затонули 2 российских танкера – «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Один моряк погиб, остальных спасли. Оба танкера возрастом более 50 лет могли перевозить до 5000 тонн нефтепродуктов. Если все это окажется в море, то авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря. Бьют тревогу в экологической организации Greenpeace. Тяжелые остаточные мазуты обычно наносят более заметный ущерб, чем очищенные фракции или морское газовое масло, которые быстро рассеиваются. Если корабли затонут, существует риск долгосрочного попадания нефтепродуктов в воду. Основная версия аварии – ошибки экипажей и избыточная нагрузка на корпуса судов во время шторма. Их погубили не вражеские атаки и не западные санкции, а простые волны. Это, кажется, главное, что нужно знать о мощности и возможностях теневого флота РФ. Сколько нефтепродуктов они бы не экспортировали за годы эксплуатации, а денег заштопать расходящиеся швы на суднах так и не нашлось. Не везет оккупантам и на суше, а цистерны с горючим идут под откос. Местные жители подтверждают информацию СМИ о том, что украинские спецслужбы провели операцию в тылу россиян в Запорожской области, уничтожив поезд с 40 цистернами с горючим. Состав сошел с рельсов вблизи села Алексеевка и опрокинулся. Тогда по нему ударили ракетами «Хаймарс». После выполнения задания группа вернулась на контролируемую территорию. Кроме того, ГУР заявляет о подрыве железнодорожного моста в Ульяновске за почти 1000 километров от Украины. В администрации Зеленского буквально послали венгерского министра иностранных дел. Об этом сообщили в Будапеште. По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярта, дипломатический конфуз произошел в процессе общения с главами украинского внешнеполитического ведомства и администрации президента Украины. Куда и в каких именно выражениях посоветовали идти главному венгерскому дипломату, он сам не уточнил, заявив лишь, что ответ был, цитата, «напряженным и некультурным», а дипломатический жест абсолютно беспрецедентным. Между тем, уточнил Сиярта, Венгрия обращалась к Украине с якобы весьма позитивной инициативой заключить перемирие с Россией на время рождественских праздников, а также провести самый масштабный за весь период войны обмен пленными. А как вы думаете, как выглядела эта самая некультурная форма, которую в ответ от Украины получили венгерские дипломаты? Напишите в комментариях. Зеленский тем временем уже в среду встретится с лидерами Франции, Германии, Польши и генсеком НАТО, чтобы обсудить будущее войны в Украине, сообщает Reuters. А вот в украинском интернет-пространстве активно обсуждают обращение одиозного депутата Юрия Бойко, который так и не оставил своей пророссийской риторики на 3-й год войны. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в Самуэме. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают массы. Те, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Зрители из Украины, что вы думаете по поводу таких заявлений и кто должен к ним прислушиваться? Оставьте свое мнение в комментариях, чтобы остальные увидели его.
После падения режима Башара Асада в Сирии всплывают наружу жуткие подробности тех методов, которыми друг Путина расправлялся с оппонентами. Инакомыслящих и несогласных подавляли в самом прямом смысле. В тюрьме Сидная, концентрационном лагере к северу от Дамаска, журналисты обнаружили стальной пресс для раздавливания людей. В подземных пыточных черепа людей раскалывали бензопилами, а тела растворяли в кислоте, чтобы скрыть следы преступлений. Надпись «Germany» на прессе вызывает еще больше вопросов у немецкой прессы. Когда узники спали, им разрешалось лежать на одной плитке, если они двигались, их избивали. Антисанитария, крысы, вонь, самодельные виселицы для проведения казней, орудия пыток и жестоких расправ. В Палестине, так назывался другой печально известный центр содержания заключенных в Дамаске, узники умирали по 15 человек, запертые в камерах 2 на 3 метра, питаясь 3 оливками в день. По данным правозащитников, с начала войны в сирийских тюрьмах погибло более 100 тысяч человек, большинство от пыток. В моргах Дамаска родственники до сих пор ищут тела близких, открывая мешки с трупами, изуродованными пытками. Заключенных из этой камеры заставляли работать. В 5 утра мы убирали полы, чистили зону пыток, выносили тела из камеры, приводили в порядок туалеты и кабинеты. Все под постоянным надзором охраны. Освобожденными из пыточных тюрем людям еще приходилось доказывать, что режим Асада пал, и им больше ничего не угрожает. Они не могли поверить своим глазам. Достоянием общественности также стали личные фотографии сирийского диктатора, оставшиеся в его поспешно брошенной резиденции. Вот он в бассейне, вот в кругу семьи, а вот в смешных трусиках на кухне. Учился в медицинском, хотел стать врачом в Лондоне, тусоваться и кататься на велосипеде. Но вдруг умирает старший брат, и отец срочно вызывает домой. Переучиваться на тирана. Свергнутый диктатор мог бы показаться комичным и даже милым потенциальным героем голливудской кинокомедии, если бы не те кровавые ужасы, которые он творил со своим народом. Ну и как же тут без традиционных ценностей партнеров России? В тайных нарколабораториях Сирии массово находят сотни тысяч таблеток каптагона, кокаина для бедных. Режим Асада контролировал 80% мирового выпуска этого наркотика, получая миллиардные прибыли. На фоне этих уму непостижимых фактов в освобожденной Сирии появляются первые признаки жизни. На террасах кафе в Дамаске звучат смехи и разговоры. Люди радуются простым вещам – свету, воде, еде. На руинах диктатуры зарождается новая жизнь, полная боли, но и надежд на будущее. Это невероятно. Всего за 2 недели мы обрели свободу, и все изменилось. Это потрясающе. Чувствуется, что Сирия снова счастлива. Теперь мы можем говорить о чем угодно без страха. Сирийцы массово возвращаются домой. С 9 по 13 декабря более 7600 мигрантов пересекли турецкую границу. Вполне естественным теперь кажется вопрос, какая же диктаторская страна станет следующей на пути к демократии. По мнению многих аналитиков, этим государством будет Иран. Не только у Башара Асада среди друзей российского и белорусского режимов начались серьезные проблемы. США считают, что настало самое подходящее время для удара по Ирану. Идеальной жертвой он может стать благодаря своему фатальному втягиванию в сирийский конфликт, изрядно обескровивший иранскую экономику и армию, а также атакам Израиля на военно-промышленную инфраструктуру. По данным американской разведки, как пишет Вашингтон-Пост, весь оборонно-промышленный комплекс Ирана теперь в состоянии произвести топливо лишь для одной баллистической ракеты в неделю. Ранее на вооружение попадали 2 готовых ракеты в день. Производство не сможет быть восстановлено как минимум в течение года. И, соответственно, Иран уже не в состоянии отвечать на будущие атаки. На днях премьер-министр Израиля также обратился к иранцам, выразив надежду на то, что их страна скоро освободится от диктатуры исламистов. Хочу сказать ясно, Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, вы хотите мира с нами так же, как и мы с вами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным. И намного раньше, чем многие думают. Пока же власти Ирана все еще могут воевать с мирным населением собственной страны, так и на днях была арестована популярная певица и 4 работавших с ней музыкантов. Во время онлайн-концерта девушка исполняла песни без хиджаба, а ее плечи были обнажены.
Кроме того, женщинам там запрещено выступать сольно, а нарушителям грозит от 10 лет тюрьмы до смертной казни. Несмотря на блокировку YouTube, в Иране видео очень быстро набрало 1,5 миллиона просмотров, став вирусным. В то же время в той же стране все чаще слышны голоса разума. Так, Высший совет национальной безопасности Ирана призвал парламент остановить процесс рассмотрения спорного законопроекта о добродетели и хиджабе, грозящий нарушителям еще более суровым наказанием. Шикарный кортеж, кони, люди и залпы тысячи орудий. Отличная картинка для пропаганды. Лукашенко посетил Оман, где провел традиционные тракторно-молочные переговоры. Белорусам обязательно по телевизору расскажут о дипломатическом прорыве, отмене виз, возможно. Но реальная цель поездки диктатора в Юго-Западную Азию могла быть совершенно иной и неожиданной на первый взгляд, говорит белорусский политолог Анатолий Котов. Что могло за этим скрываться? Только две вещи. Попытка найти себе союзника временного в обходе санкций. И еще одна тема, которая, в общем-то, могла обсуждаться, это вопрос сохранности вывода каких-то денежных средств режима Лукашенко, потому что, наверное, на фоне, опять-таки, соседей, куда белорусские представители белорусского режима зачастили в последнее время, это Эмираты. Оман выглядит чуть-чуть более недосягаемым для стран недружественных для режима, то бишь, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Тем временем бывшая глава Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина раскрыла тайну, какой же Лукашенко нарисует себе процент голосов на ближайших перевыборах. Это столько же, сколько рисовал себе Асад в Сирии на последних. Сергей Мясникович, Лидия Михайловна, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите. Я всегда вас смотрел только по телевизору. Очень приятно встретиться лично. Как вы считаете, за последние с 2020 года люди немножко мнение поменялось? И примерно, как вы думаете, сколько наберет голосов наш президент на этих выборах? Самое главное для человека – это безопасность. Это жизнь его детей, его собственная жизнь. И эту стабильность, они залогом этой стабильности видят власть президента Лукашенко. Сколько за него проголосуют, мне кажется, что даже больше 90%. Спасибо. Прорывные новости сверхдержавы. В 300-тысячной Чите наконец-то достроили двухместный деревянный туалет, о котором жители местных бараков на улице Таежной мечтали несколько лет и слезно умоляли муниципальные власти. Правда, не обошлось без капли дегтя в луже, сами понимаете чего. Не успели жильцы домов насладиться сомнительными удобствами, как туалет наглухо заколотили доской. По словам чиновников, доступа в него не будет, пока не состоится официальная процедура сдачи приемки работ. Так что пока вздохнуть с облегчением у местных все же не выйдет. Суровые читинцы выносят нечистоты из своего жилья по старинке в ведрах. Люди вынуждены ходить на ведро. Возможно, утешением им послужат слова главы РПЦ патриарха Кирилла, который во время своей последней проповеди призвал богатых делиться своими деньгами с бедными, подчеркнув, что только так их богатство послужит спасению, а не вечной погибели в аду. Богатство не должно быть чем-то, что надрывает нравственную и духовную жизнь человека, что обрекает его на вечную погибель. А богатство должно послужить, в том числе и его спасению. А для того, чтобы было так, всегда свое богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах и в каких-то средствах, и помогать. Сам главный церковник России, владеющий 8 роскошными квартирами, шикарной яхтой «Паллада» за $4 миллиона и часами с бриллиантами, пока ничем особенным, кроме бесценных советов, с бедными соотечественниками так и не поделился. Впрочем, так ли они бедны, если пока еще находят деньги на новую обувь? Как сообщает РБК, в стране резко выросли продажи валенок. В сравнении с прошлым годом они подскочили почти на 28%. Россияне в этом году уже потратили на зимнюю обувь, полностью соответствующую духовным скрепам и славянским традициям, почти 2,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что таким образом граждане сверхдержавы находят замену запретной теперь зимней обуви европейских брендов. А в Госдуме вдруг начали подозревать, что огромная часть населения огромной страны вообще
вообще-то хронически недоедает. Бороться с этим депутат и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил в лучших советских традициях введением продуктовых карточек. Их будут выдавать малоимущим россиянам. По мнению парламентария, карточки спасут граждан от инфляции и роста цен, обеспечив гарантированное получение ими хотя бы минимального набора относительно съедобных продуктов. В Калининграде уже анонсировали раздачу продуктовых карт пенсионерам со следующего года, а на Камчатке по талонам продают рыбу. Возвращение к советскому прошлому идет полным ходом, так что порций патриотизма хватит на всех. И в завершение две, разумеется, никак не связанные новости из мира сего. В Индии женщина решила судиться с мужем из-за того, что он любит кошку больше, чем ее. Потерпевшая утверждала, что тесная связь мужа с кошкой приводила к частым дракам, во время которых животное кусало ее и царапало. Судья все-таки отклонил претензии, заявив, что подобные мелкие разногласия отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений. Ну а вторая новость: человечество тупеет. К такому однозначному выводу пришли в Организации экономического сотрудничества и развития. Каждый 5-й житель планеты решает задачи по чтению и математике на уровне начальной школы, а у молодежи падает уровень грамотности. В половине стран ситуация критическая. И уж действительно, мы делегировали мышление гаджетам, клиповое потребление легкого контента заменяет необходимость думать и вдумываться, а привычка гуглить вместо того, чтобы помнить, постепенно вытесняет базовые навыки из нашей головы. И что же с этим делать? Думайте своей головой. Ну а если нет, в интернете уже есть пара советов. Развивать критическое мышление и учиться фильтровать поток контента, тренировать мозг как мышцу, потреблять длинные форматы контента, книги, шахматы, головоломки, простая математика. Помнить, что любая учеба — это не про галочку и диплом, а про навык выживания в современном мире. Безусловно, результаты подобных исследований не могут не пугать, а фильм «Идиократия» скоро может перестать быть комедийным, превратившись в пророческий. А когда вы в последний раз читали книгу, решали простую задачу без калькулятора или писали текст без нейросетей? И как держите свой мозг в тонусе? Поделитесь с остальными зрителями в комментариях. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие YouTube-ресурсов Нехта можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх, распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей. Так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.